Приветствую, друзья! После выхода модели KZ EDX Pro мнения, как говорится, разделились. И хотя наушники получились сверхудачными, производитель все равно провел работу над ошибками и воплотил полученный результат в новой версии под названием KZ EDS. Именно ее мы с вами сегодня и разберем. Собственно, поехали! Приходят наушники в стандартной картонной коробке с изображением модели и перечнем технических характеристик. С обратной стороны из важного отметим импеданс 23 Ома и чувствительность 114 дБ на милливатт. В комплект нам положили, конечно же, стандартную инструкцию по эксплуатации и набор белых силиконовых амбушюр разного размера. Кабель здесь, друзья, все тот же самый коричневый с L-образным штекером на 3,5 мм, плотными заушинами и вилочным QDC-коннектором 0,75 мм. Его сопротивление в данном случае составило 0,672 Ома. Корпус чашечек почти полностью выполнен из темного полупрозрачного пластика, сквозь который прекрасно виден тот самый 10-миллиметровый динамический излучатель и два компенсационных отверстия над ним. Звуковод здесь тоже пластиковый, с выступом для фиксации амбушюр и защитной металлической сеточкой. Внешняя часть тут тоже прикрыта металлической пластиной с прорезями и логотипом KZ в центре. Посадка хорошая, лично мне все показалось очень удобным, да и звукоизоляция на довольно-таки приличном уровне. Вот так вот это все и выглядит. По измерениям у нас чуть более продолжительный относительно нормы импульс, вполне допустимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пиках, достигающие 2%. Фаза ведет себя вполне естественно, а затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 76 и 97 миллисекунд без каких-либо дополнительных возмущений. По АЧХ мы имеем подъем низких частот на 13 дБ с плавным заходом на середину. Затем идет выделение области разборчивости, области, отвечающей за имитацию ушной раковины, пик, усиливающий общую резкость звучания, еще два пика на 12 и 15 кГц, назначение которых лично мне неизвестно. С графиком производителя, на мой взгляд, практически ничего общего. Если же сравнить измерения с KZ EDX Pro, то в новой версии ослабили пик на 5 кГц и чуть добавили в саб-части. По звучанию некоторые владельцы KZ EDX Pro жаловались на излишнюю яркость модели, однако лично я никакой яркости, друзья, там не услышал. Резкость, небольшая грубость и зачаточная глубина – вот это вот и есть. Ну и чтобы как-то разрешить ситуацию, в KZ EDS звук стал теплее и гораздо комфортнее. При этом вокал теперь не так сильно выдвигается из трека и пропала та самая резкость в совокупности с подчеркнутой выразительностью. Уверен, те, кому EDX Pro не зашли по причине тюнинга, найдут отраду в герое нашего сегодняшнего обзора. Теперь все глубоко, насыщенно и по аналоговому мягко. Образы строятся крупными, а сам характер ближе к музыкальному. Бас довольно глубокий, в меру текстурный, серединка насыщенная, мелодичная и выразительная, ну а высокие нам аккуратненько так отвели на задний план, чтобы они не резали, не пилили, не поднимали всякую грязь сэмплирования. Вокал, хотя и не так сильно, как в EDX Pro, но все равно выдвигается из трека, сцена неплохо рисуется в ширину, глубина же у всех этих моделей практически на базовом уровне. Какие-то акустически сложные жанры, вроде мультиинструментального джаза или оркестровой музыки, на мой взгляд, слабо подходят не только для героев обзора, но и вообще для любых наушников ультрабюджетного сегмента. Сюда лучше вписывается блюз, соул, хорошо скомпрессированная электроника, ну и большинство всяких тяжелых стилей. Источник EDS можно рассматривать абсолютно любой, но если у вас звук, скажем, у смартфона изначально медленный и ватный, то резкость EDX Pro ему подойдет, на мой взгляд, куда лучше. Если же вы имеете ЦАП или плеер с собранным очень резким звучанием, или просто любите звук пожирнее, то да, EDS в этом плане вас однозначно порадует. Структура, благодаря единственному динамическому излучателю, тут однородная, а звучание по характеру естественное и сверхмузыкальное. Мне лично и в EDX Pro все нравилось, теперь же вообще сплошное удовольствие. Считаю, что это одни из лучших наушников в своем ценовом сегменте. Итогом, динамические внутриканальные наушники KZ EDS удобно сидят, неплохо выглядят, насадки и кабель к ним тоже подобрали нормальные.
По звучанию же модель по аналоговому теплая, сочная и выразительная. От EDX Pro ее отличает возросшая мелодичность и общая такая добавочная теплота. То есть, кому EDX Pro показались рисковаты, теперь есть хорошее решение. Герой обзора комфортнее и чуть глубже на самых низких частотах. А на этом у меня все. Это была динамическая модель KZ-EDS. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.